Привет, 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 господа и дамы, продолжаю прохождение инди-хоррора Лестница Харрона, да, конечно же. В общем, в прошлой серии я так и не понял, куда мне нужно идти. Нашел я ключ хозяина особняка, но пока вставить его вообще абсолютно некуда. И у меня есть еще сейф, возле которого лежит записка, и пока записку эту тоже я не разгадал. Надеюсь, в третьей серии у меня разгадать это все дело получится, FPS все еще впрыгает. Господи, господи, господи. Блин, ну и игра, с которой 1080, 11 гиговая не справляется. Я понимаю, что это карта первого поколения, но, блин, здесь 11 гигов, и, наверное, такую графику оно должно вывозить. Ладно, это такие уже придирочки. Давайте еще раз прочитаем записку. Что тут у нас будет? Значит, красные сестры вокруг стола. Красные сестры и как... Короче, ориентируемся на стол, и что-то вокруг него должно стоять. Это будет первая цифра. Ревущие короли. Тут я определился, да, что это львы. У нас есть 3 статуэтки я нашел, и 2 еще стоит в коридоре. То есть там либо 2, либо 3. Наблюдающий за коридором. Вот здесь вот у меня дичайший вопрос и остановившееся время. Но единственные часы, которые я увидел, там была 3 на остановившихся часах. Оно, не оно, я, если честно, не знаю. Поэтому давайте, наверное, бежать и искать стол, вокруг которого должно что-то стоять. А вот что должно стоять, я, если честно, не совсем до конца понимаю. Я вообще думал, красные сестры это вот это, но как-то я забыл про стол. На самом деле, что у меня заглючила, карточка, не карточка. Я надеюсь, игра-то не сломалась, он до сих пор висит в правом углу, карточка, и положить, и так далее. Есть у меня одна идея про наблюдающий за коридором, но это, по-моему, не здесь. В этих маленьких комнатах тоже вокруг столов вроде ничего не стоит, отсюда я пришел. Но здесь я, допустим, не могу использовать ключ хозяина особняка, вот оно... Дверь находится в состоянии не работает. Так, вообще, блин, что у меня заглючило? Висит эта карточка, прочесть, положить. Нам скорее нужно двигать вот в тот коридор, который на 1-м этаже, и там что-то искать. У меня есть одна идея, но она реально больная. Вот такая, причем порядочно больная. Кстати, вот та картина была открыта, сейчас что-то закрылось. Я надеюсь, я игру не сломал. Вот он коридор длинный. Окей. И вот наблюдающий за коридором. То есть 8 картин висит. Если там 8, я, если честно, охренею, потому что это не просто не очевидно, это что-то реально непонятное. Я 8 себе записал, ну, как бы, будем подбирать, что называется. Так, вниз мне не надо, наверное, в подвал. Мне нужен какой-то стол, вокруг которого что-то должно стоять. Красные сестры. Тут зеленый стол, да? Вот есть такой стол. Здесь у нас стоит... Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 стульев. Но стул это он. Почему сестры? Тогда, блин, красные братья. Даже если это кресло, кресло это оно. Значит, ну тоже не сестры. Ну я 9 на всякий случай запишу, но что-то я не совсем понимаю. Либо это трудности перевода, либо хрен его знает. Короче, у меня вопрос вот по вот этой 8. Это первое. И второе, у меня вопрос по этим красным сестрам. Но, судя по всему, придется подбирать код, потому что я не знаю. Ну и львов. Тут они все-таки считаются, что их 5, или считаются, что их 3. Начнем, наверное, с 3. Попробуем. Я не знаю, даст ли это что-то мне или не даст, но будем пробовать. Так, если стульев 9, львов 3, портретов 8 и время 3. Сработает? Нет, код неправильный. Ладно, попробуем. Стульев 9, львов 5, дальше 8 картин и время 3. Ну, нихера себе. То есть, самая моя глупая мысль реально оказалась на самом деле правдой. Если честно, это очень странно. И тут тоже какой-то ключ. Ага. Ну, вот этот ключ я знаю, куда пихать. Блин, так, мне дичайше не нравится. Игра сохранена, окей. Можно новое приключение? Ну, как-то... Загрузиться со своего сохранения. Мне не нравится, что в правом углу это висит карточка, прочесть, положить. Ну, короче, мне как-то не ок. Так, ключ с французской розой. Или лилией. Нет, да, французской лилией, правильно. Она называется, какая нахрен роза, что у меня вообще в голове. Вот здесь вот дверь с этим обозначением. Здесь я уже точно знаю, куда пихать этот ключ. Запомнил, так сказать. Ну и что у нас здесь? Что у нас здесь? Погнали. О, снова львы. Найденные ключи готовы были открыть секреты особняка Левелина. И словно в музее мне не терпелось поскорее осмотреть весь дом и обследовать его уголки и потайные комнаты. Снова какой-то документ. Дара. Это имя мне уже встречалось. Сначала в доме смотрителя, а затем в потайной крипте Левелинов. Ну, как бы, можно уже было запомнить, что это его дочь.
Так, и у меня почему-то Е не работает и не хочет прочесть. Понятно. Судя по всему, игра залагала. Ладно, сейчас перезайду и, собственно, мы продолжим. Итак, продолжаем. Загрузился я, откинула меня, собственно, к сейфу. Ну, хотя бы игра перестала быть сломанной. Надеюсь, дальше я смогу пройти. Значит, рулем к двери с французской лилией. И там будем разбираться. Там сразу, я уже заметил букву Л на двери прямо. То есть это будет кабинет этого Лелевина. Ну, вы поняли меня. Вот. Ну. А, нет, ключ другой. Вот этот ключ. И, собственно, там явно будем разгадывать какие-то тайны. Погнали. Я просто так молюсь, чтобы игра не сломалась. Да, найденные ключи готовы были, это мы уже все смотрели. Мы до записки дошли. Такс. Я близка к разгадке. Похоже, альфы все понимают, но не способны рассказать. Завесы тайн вскоре будут сорваны. Единственный путь к спасению — Харонова лестница. Завтра я отправлюсь в госпиталь. Не знаю, что меня ждет. Остается лишь уповать на Господа. Дара. Так, у нас есть лестница право, лестница лево и, собственно, кабинет этого товарища. Давайте сразу в кабинет пойдем, а потом уже с лестницами будем разбираться. Может тут... Оу. Мне кажется, он слегка неживой. Ну что-то он прям выглядит как слегка неживой. Так, дневник обновлен. Тапнуть. Заброшенный дом... История местных опытов — это тайна. А где обновлен? Журнал смотрителя, имеющиеся материалы. А теперь к ней добавился еще и труп доктора Левелина, который я обнаружил в его кабинете. Ага, вот это вот, судя по всему, добавилось. В свете огня я смог рассмотреть богато обставленный кабинет. За рабочим столом восседал иссохший труп. Похоже, смерть застала его внезапно. Увиденное лишь вызвало новые вопросы. Почему его не похоронили? Неужели некому было о нем позаботиться? Я бы задал вопрос, а кто поддерживает камин в рабочем состоянии, если он умер и уже иссох даже? При том, что еще и дверь закрыта. Так, это вторая хрень. Половина деталей отлита из бронзы. Ну, у меня вторая половина, насколько я понимаю. Обе половины у меня. Официальное свидетельство о смерти супруги. Причина смерти — тяжелые осложнения при родах. Родила двойню близнецов, девочку и мальчика. У девочки все показатели в норме, у мальчика наблюдается сердечная аритмия. Вероятная причина — врожденный порок сердца. Терапия способна временно облегчить проблему, однако вылечить нельзя. В подобных случаях средняя продолжительность жизни составляет 30 лет. Ну, понятно, что эти ребята были брат с сестрой. Это я уже понял. Очень старая семейная фотография. Просто фотография. Ну, ладно. Карта. Здесь больше, судя по всему, нечего брать. Еще какая-то записка. Это предложение явно взято из какого-то научного труда. Интересно, что оно значит. Только в компании Вергилии удалось нам пересечь просторы Стикса и добраться до врат ада. Интересно, что оно значит? Почему я знаю, что это отсылка к греческой мифологии, собственно, к Харону, который через реку Стикс возил души на своей лодке, просил за это монеты. Ну, мой детектив, судя по всему, не совсем читал мифы Древней Греции. Ну, товарищ, ну, спит. Ой, опять дневники. Так. Я решил пойти на крайние меры. В прошлую пятницу для встречи со мной приезжал заведующий отделом надзора. Так... Но этого я не допущу, попаду в опалу. Я приступил к осуществлению своего плана. Нужно действовать до того, как эмбрионы прикрепились к плаценте. После рождения мозг близнецов уже не так благотворно реагирует на терапию, поэтому начать ее необходимо еще в утробе. Только так можно обеспечить формирование плодов согласно протоколам обоюдной телерецептивной терапии. По моему приказу Элизабет добавляет успокоительное. Это мы уже знаем от служанки. Так, настроение Агаты заметно улучшилось. Ладно. Ага, вот. Элизабет будет добавлять в напитки Агаты больше дозы белков, а также ингибиторы тестостерона и адреналина. Эта мера призвана предотвратить приступы агрессии, которые наблюдались у других объектов. После подтверждения беременности я сообщил о своем новом плане заведующему отделом надзора за деятельностью и попросил его уточнить сроки исследования. Он сказал, что донесет информацию до Высшего Совета Министерства. Сегодня последний день лекарственной терапии Агаты, остается лишь дождаться родов. Я сообщил заведующему о патриотическом настроении Элизабет и ее неоценимой помощи в работе над проектом. Она погибла не зря и унесла с собой тайну в могилу. В память о деяниях Элизабет во благо Родины ее семья получит мемориальную доску. Ну, выгодно. Выгодно. Рано утром у Агаты начались схватки.
Так, дети важнее как сам опыт. Для большой вероятности успеха я решил разделить детей. Мальчик родился с неизлечимой болезнью сердца. Его я оставлю в особняке, а девочку отдам Сету. Она будет жить со смотрителем в его доме на противоположном берегу озера. Дети не будут знать о существовании друг друга. Они вырастут вдали от своей второй половинки. Возможно, это принесет свои плоды. Сет регулярно присылает мне отчеты о состоянии девочки. Похоже, она растет здоровой, крепкой. Мальчик же выглядит болезненным. В особняке ему одиноко и грустно. У меня нет на него времени. Так, я приказал перевести часть альфа-особей в особняк. Мальчик временно останется предоставлен сам себе. После недавнего нападения омега-особей на сотрудников я приказал закрыть госпиталь. Эти объекты — результат неудачного эксперимента. Жалкие ошибки природы, которые к тому же склонны убивать. Они устроили работникам кровавую бойню. Понятно, омеги в госпитале, то есть в доме вообще только альфы. Ну а кто тогда эту кровь там разбрызгивал? Время идет, а об успехе эксперимента судить пока сложно. Все сотрудники погибли, Сет пишет, что девочка проявляет интерес к противоположному берегу, как и мальчик. Однако никаких способностей за ними не замечено. Оук Гров планирую закрыть, проект канет в лету. Они отменили финансирование, остался один со своим поражением. Вот уже несколько месяцев я не получаю еженедельных отчетов от Сета. Возможно, на той стороне озера случилось что-то неладное. Однако мальчик ведет себя как прежде. Значит, либо с девочкой все в порядке, либо мой эксперимент провалился. Я сдаюсь, слишком много лет потрачено впустую. Если эксперимент даст какие-то результаты, то я их уже не застану. Я оказался в ловушке, выхода нет. Мне остается только ждать прихода смерти. Ах, моя милая Агата, если бы ты была сейчас рядом. Жалько, я слишком поздно осознал, что сотворил. Агата, милая Агата. Чувствую себя отвратительно. Вчера меня укусила омега-особь. Непонятно, как они умудрились выбраться из госпиталя. Рана выглядит ужасно. За эти годы в заперти мы умудрились исчерпать весь запас лекарств. Если не раздобуду медикаменты, мне конец. Ну и последний. Выход есть. Он был построен в самом начале проекта. Как же я умудрился о нем забыть? Тогда мы прозвали его Хороновой лестницей. Путь пролегает через сад позади особняка, а потом через потайной ход в госпитале. Только так можно добраться до выхода. Но я слишком стар, слаб и нерешителен. Мне уже не преодолеть этот путь. Лучше провести последние часы тут в кабинете рядом со своим с твоим портретом. Артемиус Левин умер с этим портретом в руках. Ну, окей. Я не понимаю просто, почему отсюда нельзя выбраться, просто перелезя через забор, подкопав забор. Да что угодно, блин, сделать с забором. Так. Статуэтка из чистого золота в виде держателей что-то фигуры. Похоже, министерские награды. Как я понимаю, это горн или что-то в таком роде. Часы. Больше здесь, наверное, нечего брать. Я вроде все взял, все прочел. Вроде да. Чего по всему дому, блин, шляпы валяются? Какая-то у них шляпофобия или шляпомания. Так. Ну, сюда явно эта штука вставляется. Это очевидно. Ого. Кто зажигает все эти свечи? Кто, блин, зажигает камины? Кто все это делает? Книга какая-то. Ладно, прочитать нельзя. Что, опять дневники? Да не гоните. Нет, это что-то другое. Так, старинное предсказание на картах Таро. Страшное зло покоится на верстаке знатока оккультных наук. С приближением ночи воссияет бледная леди с ликом, покрытым пеплом, и небо прольет горячие слезы на проклятый дом. А перед восходом бывшая хозяйка подарит мира две души с единым корнем. Несчастная их лиц не увидеть, ведь смерть придет к ней в этот самый миг. Охренеть! Вы серьезно? Ребят, вы серьезно? Я должен знать каждая из этих карт Таро, что означает? Я понятия не имею. Блин, ну тут перевода даже нет. Так. Страшное зло покоится на верстаке знатока оккультных наук. Ну, наверное, вот это, да? Тут, по крайней мере, стол похож на верстак. Давайте так. С приближением ночи воссияет бледная леди с ликом, покрытым пеплом. Так, бледная леди с ликом, покрытым пеплом, воссияет. Королева? Или вот эта хрень, Диабле? Эль Диабле? Это черт, походу. Какие-то близнецы, вот это смерть. Это, наверное, последняя. Ну, наверное, королева. И небо прольет горячие слезы на проклятый дом. Вот тут что-то с неба течет. И вот тут вот Ля Мейсон Диев. Ладно, пусть будет это. А перед восходом бывшая хозяйка подарит миру две души с единым корнем. Ну вот, две души с единым корнем. Близнецы. Несчастная их лиц и не увидит, ведь смерть придет в этот самый миг.
Ну, вот так, наверное. А эти зачем тогда? Так, начнем заново. Знаток. Знатока оккультных наук. Ну давай, знаток Диабло. С приближением ночи бледная лика с ликом, покрытым пеплом. Бледная леди. Лик, покрытый пеплом. Тут что-то горит, может это пепел. И небо прольет горячие слезы на проклятый дом. Вот так, вот так, вот так. И что изменилось? Не сработало, надо попробовать иной подход. Ладно, верстак. Леди. С приближением ночи воссияет бледная леди с ликом, покрытым пеплом. А если... блин, это выход. Так. Может, вот эта бледная леди с ликом покрытым пеплом. И небо прольет горячие слезы на проклятый дом. Ну, вот это похоже. Похоже. А перед восходом бывшая хозяйка подарит миру 2 души. Бывшая хозяйка 2 души. С единым корнем. Несчастье их лиц и не увидит. Ведь смерть придет в тот самый миг. Не сработало. Ну, а где здесь логика? Блин, хоть бы название этих карт написали, ну серьезно, я понятия не имею, что это за карты, и типа в каком порядке это все дело раскидывать. И как я понимаю, это должно вот открыть что-то типа вот этого. Ладно, как я понимаю, так, с чего опять начнем? Страшное зло покоится на верстаке. Страшное зло, дьявол, допустим. Верстак. Бледная леди. Уф. С ликом, покрытым пеплом. И небо прольет горячие слезы на проклятый дом. Небо, слезы, проклятый дом, близнецы, смерть. Вот так? Не так. А как? Страшное зло покоится на верстаке знака такого. Ну, наверное, дьявол страшное зло. Верстак. С приближением ночи воссияет бледная леди с ликом, покрытым пеплом. Может, приближение ночи это вот это? Ну тут, блин, солнце, как какие-то капли раскидывает, собаки. Ну давайте с приближением ночи, бледная леди. И небо прольет горячие слезы на проклятый дом. Потом близнецы и смерть. И тоже нет. Я не понимаю, вот честное слово, блин, без перевода карт я не понимаю, что они значат. Ну, типа, я что, таролог? Ай, ладно, давайте пока пробежимся где-нибудь по другим местам, может, хоть какой-нибудь намек на это все будет. Ну, последняя явно смерть. А вот кроме этого, я, если честно, не совсем понимаю, что кроме этого. Опа, мальчик. Ты тоже призрак, ты меня не напугал. Дара Девон. Так мальчик же не знал о существовании Дары. Почему? А то, что соседняя комната с именем Дара, интересно, у него никогда не вызывала вопросов? Жирафик. Резная деревянная фигурка в форме жирафа напоминает старинную игрушку. Она вся в пыли. Похоже, кто-то давным-давно забыл ее на кровати. Ну, короче, в комнате Дары делать нам нечего. Тут, судя по всему, пусто. О, что у нас в комнате паренька? Так, это, судя по всему, его батя лечил. А это, судя по всему, он с кем-то играл. Прочесть можно, но ничего не написано. Тоже шахматы. Мальчик с батей. Мальчик грустно спит. Медведь. Это паровозики. Да, Девон добавлен. Лягушка. Резная фигурка. Напоминает старинную игрушку. Слушайте, ну мне кажется, вот такую хрень из дерева вообще вырезать достаточно сложно. Это должен быть отдельный кусок дерева, потому что, гляньте, она цельная. Ну, типа, если бы лапы были прикручены, то это одно дело. Такую хрень вырежешь. Угу. Ну, то есть они чувствовали друг друга. Медведь. Плюшевый мишка на детской кроватке. Кажется, будто его хозяин вот-вот за ним вернется. Лучше положить его обратно. Ну да, хозяин как вернется, как сейчас наваляет нам. И как я понимаю, единственный проход теперь это вот через эти карты. И каким образом я их должен разгадывать, если я, блин, не понимаю, что они значат. Такс. Хоть бы подсказку какую-нибудь где-нибудь достали. Тут есть у нас что-нибудь? Ни хрена тут нету.
Книга. Тут какие-нибудь цифры. Еще какие-то записки. Все горит, все пылает. На стулик сесть можно? Короче, нужно разруливаться с этими картами. А вот каким образом с ними разруливаться, я хрен знаю. Несчастная их лиц и не увидит, ведь смерть придет к ней в этот самый миг. Ну вот это смерть, наверное, правильно? Смерть, близнецы, башня. Какая-то башня, на которую дует огнем. Дождь, дьявол, женщина и алхимик, наверное. Страшное зло покоится на верстаке знатока оккультных наук. Страшное зло, ну, Диабло. Ну, кто еще просто, может быть? Знаток оккультных наук, наверное. Хотя, блин, больше похож, не знаю, на тавернчика какого-то. С приближением ночи воссияет бледная леди с ликом, покрытым пеплом. Вот это может быть ночь? Ну, типа, солнце... Тут желтое солнце, это не сильно желтое солнце. Это может быть ночь? Ночь, допустим. Бледная леди. И небо прольет горячие слезы на проклятый дом. Вот это. Потом близнецы и смерть. И неправильно. И хрен его знает, что с этим делать. Блин, вот я не понимаю, если честно. Вот не понимаю, и все тут. Так, небо прольет горячие слезы. С приближением ночи воссияет бледная леди с ликом, покрытым пеплом. Может быть, это луна? Ну, то есть вот эта вот карта. То есть дьявол, алхимик. Потом с приближением ночи воссияет бледная леди. Вот это. И небо прольет горячие слезы на проклятый дом. Вот это. А перед восходом бывшая хозяйка подарит миру 2 души с единым корнем. Несчастье их лиц не увидит лишь смерть. Вот это императрица. Императрица, бывшая хозяйка. Близнецы, смерть. Вот так. Блин, загадка из серии, которую решаешь методом тыка. Возможно, если бы я знал испанский, знал, как и подписаны эти карты, оно бы решилось легче. Но я испанского не знаю, как бы. Ребят, ну блин, если делать перевод на русский язык, то, наверное, надо все переводить. Тем более в загадках. Молению обустроили тут, чтобы загладить свою вину и успокоить совесть. Настоящую скорбь по любимым не выставляют на показ. Вычурность и убранство сквозили безумие и фальшь. Пластинка какая-то, старая виниловая пластинка. Где-то должен быть граммофон. Где-то я видел граммофон. А где-то граммофон я видел. Так, часть текста записки перечеркнута. Я не мог поступить иначе, не мог. Твержу я вновь и вновь. Но чем чаще повторяю эти слова, тем меньше мне верится в их правдивость. Я пожертвовал всем ради Господа, который глух к моим мольбам. О Господь наш всеведущий, прошу, обрати взор свой на мою душу и отпусти грехи. Разум мой слаб, но кровь и наследие мое сильны. Прошу, освети меня дорогу и наставь меня на путь истинный. Прости меня, Господь наш всеведущий, молю, молю, молю. Прости. Прости, молю, молю. Молю, молю, молю. Ладно. Вот фотография нашего товарища, да? Забрали. Теперь в галерее персонажей. Кстати, была это где-то галерея персонажей. Да, вот тут я находил ее. Короче, у меня все персонажи... А, нет, вот еще одна фотография девочки не собрана. Судя по всему. И есть только фотография Альфы, а должна быть еще фотография Омеги и Дельты. Ну, если я все правильно понимаю. Да, продолжаем. Так, кольца можно забрать? Одно из 2 колец на подставке, вероятно, обручальное. Внутри гравировка. Артемиус Агата, 53-й год. Но это тоже, наверное, такое же. И все, я единственное, что должен был здесь забрать, это пластинку. Типа, где-то теперь граммофон и все. Если честно, меня это начинает утомлять. Игра из серии «Бегай». Вот просто бегай туда-сюда, бегай и бегай. Так, граммофон я где-то видел. Стоп, может в кабинете этого товарища? Где-то я точно его видел. Ну, тут нету, да? Тут, судя по всему, немає граммофона. Значит, побежали там, где он может быть. А вот где я его видел, я не помню. Может, вот тут общая комната, граммофон. Ну, вы такие, типа, танцевали, граммофон слушали. Тут пианино есть. Граммофона не видно. Тут тоже граммофона не видно.
Мне кажется, прошлый ужастик Мэдисон, который я проходил, Мэдисон или Мэдсон, как он правильно назывался, как-то повеселее был. Там хоть чуть больше логики присутствовало, и чуть все это действительно более страшно было, что ли. Здесь пока, да, нет скримеров, с одной стороны, с другой стороны, как-то оно все вот тянется, и непонятно, насколько оно затянется. Граммофон, граммофон. Там я хоть ходил по дому, я точно помнил, где один граммофон, где второй граммофон, где третий, там тоже были граммофоны. Вот он граммофон, я же говорю, что видел. Ну, да, простите, использовать. Это служанка, судя по всему. И дверь открылась. Граммофоном открывается дверь, логично. Логично, прям максимально логично, если честно. Ладно. Я хотя бы, по крайней мере, знаете, ну вот реально, в прошлых играх я постоянно шел на таком диком стреме. Я знал, что в любой момент откуда-то кто-нибудь может выпрыгнуть. Здесь либо меня готовит игра к тому, что я такой буду полностью расслаблен, а потом начнут выпрыгивать, либо хрен его знает. Такс. Служанка говорила что-то про библиотеку. В библиотеке было предоставлено огромное множество книг, в том числе и самых ранних изданий. Неудивительно, ведь семья Лавелина всегда пользовалась уважением министерства. Так. Девочка приболела, симптомы напоминают обыкновенную простуду, но у меня нет лекарств, чтобы облегчить ее состояние. Малышка жалуется на головную боль и сильно кашляет. Не могли бы вы отправить к нам доктора, чтобы он назначил лечение? Так, поскольку применять лекарства при терапии Дельта запрещено, я постараюсь поставить ее на ноги народными средствами. Заметил, что иногда она часами смотрит на озеро, погруженная в себя. Но в целом жизнь на этой стороне ей по душе. Я тут задумался, что мне ответить, если она вдруг спросит о противоположном береге. Что там ее братишка? Кажется, это профессиональная литература. Я в этой области совершенно не разбираюсь. Тоже профессиональная литература. И это тоже профессиональная литература. Спасибо, очень приятно. И это тоже профессиональная литература. Все профессиональная литература. Это Колумб? Или кто? Или кто? Так, здесь где-то служанка говорила, что чувак закрывался в библиотеке, потом она сломала замок и зашла, его там не было. Газета. Триумф нации. Вирус уничтожен. Доктор Левелин разработал лекарство. Доктор Левелин исчез с радаров, но оставил письмо в поддержку министерства. Он ушел на заслуженный отдых. Огров, учреждение, подарившее миру лекарство, временно прекращает работу и закрывает свои двери. Ну, понятно. То есть здесь где-то должен быть тайный проход, который где искать, хрен его знает. Возможно, книгу какую-то нужно дернуть, возможно, еще что-то. Возможно, вот это что-то непонятное. Хоронова лестница. Использовалась в древнегреческих театрах. Так назывался потайной ход, по которому актеры могли выбраться со сцены за пределы театра. А нахрена? Это если они настолько плохо выступали, что им хотели дать люлей, поэтому они сбегали через потайной ход? Такс. Короче, мне нужно здесь найти потайной ход. И быть он может где угодно. Книг тут слишком много, чтобы какие-то из них дергать. Бочка. Картина. На картине вон какая-то надпись. La Divina Commedia. Ну вот, судя по всему, Ага, понятно. Все оказалось проще, чем я думал. Я думал, он рассмотрит картину, будет какая-нибудь отсылка. На картине Харон с этой, с лодкой. И кого-то он перевозит через Стикс, и мне нужно будет найти книгу. Не, просто картину повернуть. Так, хватит меня пугать, тем более оно не пугает. В свете мигающих неоновых ламп я смог разглядеть место, где доктор проводил свои чудовищные эксперименты. Каждый из нас не без греха, и Артемиус не стал исключением. Ну да, вот две колыбельки, я их по телевизору видел. Я их в телевизоре видел во второй серии. Шприцы, кресла. Я думаю, не зря это выделено. Кислород, калий, актиний. О и АЦ. Ну, запишу на всякий случай. Хрен его знает. Тут реально что угодно потом может пригодиться. Старая периодическая таблица. Кажется, на ней есть какие-то отметки. Ну да, кислород, калий и актиний.
Диплом с отличием принадлежал доктору. Записки снова. После смерти тело Агаты было отправлено на аутопсию. Я, если честно, не знаю, что такое аутопсия. Блин, герои, хватит вздыхать, ну серьезно, оно не было настолько страшно. Тем более с таким графонием. Пила. Неприятно толкнуться на пилу в таком месте. Ну, блин, хирургическая пила. Логично, что в хирургическом кабинете можно натолкнуться на хирургическую пилу. Как мне кажется. Так, есть эта хрень с элементами. Но я не вижу у кого-нибудь сейфа или не сейфа, или чего. Что, где это все можно вводить? Так, это еще прочитать можно. Наблюдается множественные повреждения внутренних органов, также родовое кровотечение. В крови отсутствуют необходимые антитела. Мозг погибшей весит меньше нормы, поскольку некоторые из прописанных лекарств вызывало аутрофию и уничтожили нейронные связи, отвечающие за природные механизмы защиты организма. Тело матери было... Короче, фигня с телом матери. Такс. Секретные документы, которые доктор Левелин обменивался с министерством. У меня на руках уже есть часть набора для завершения миссии. Прочесть. Отправитель. Да, очень полезно. Вторая часть найденных во время миссии документов. Хорошо. Так, вторую часть я нашел. То есть осталась третья в госпитале. И там в госпитале уже будут эти омешки. То есть если здесь у нас только альфы были, и то были, это громко сказано, то здесь должны быть только омеги и все. Но я не совсем понял, здесь что, кто-то мне сказал, выйти за пределы особняка и в саду, пройти через сад, госпиталь, и вот там будет эта лестница Харона. То есть мне как бы назад на выход надо идти. Или не надо? Ну, вроде как в кабинете больше ничего интересного я найти не смог. Из особняка я сейчас, наверное, ну, должен смочь выйти. Вроде как. Вроде меня не запирали в этом особняке. Но дверь не работает. И куда идти? Хочется спросить. Очень сильно хочется спросить. Ладно, возвращаемся в кабинет. Наверное, там что-то. Потому что, ну, других выходов я, если честно, как-то не припоминаю, чтобы я видел где-то. Возможно, там в библиотеке еще какой-нибудь проход есть. Ну, что-то маловероятно, как по мне. Библиотека. О, тайный проход. Тайный проход. Есть только вот эти вот. Калий, актиний и кислород. Если здесь ничего не открывается. Что там внутри, что-то есть? А где мне это калий, актиний, кислород ввести? Стоп, калий, актиний, кислород. Я бы сказал, что у меня там еще одна дверь под паролем оставалась. Да? И там нужно 4 цифры. Так, значит, калий 19. Актиний 80 зачеркнуто. Чё-то я ни хрена не понимаю, если честно. Кислород 15. Так, на актинии написано 2 снежинки и 7. 80 зачеркнуто. Актиний у нас 227. То есть 2 двойки и остается 7. Судя по всему, вот это, короче, пароль. Так, у нас есть 2 двойки и 7. Здесь под крестиками. Кислород, это у нас, ну, 1599 точно нельзя будет вводить. Но он в шестой графе, а калий у нас в 4 графе. И в каком порядке их вводить, расскажите мне. То есть, наверное, 4, 6 и 2 двойки.
Ну, ладно, судя по всему, будем пробовать. Но тоже, опять же, хоть намек на в какой последовательности это все делать. Но намеков, судя по всему, игра давать не будет. С одной стороны, типа, ребята попытались сделать какие-то интересные загадки. С другой стороны, ну, загадка должна быть разгадываться логически. А сейчас у меня, по сути, 4 цифры. 6, 4 и 2 двойки. Которые я сейчас буду методом тыка вставлять в кодовый замок. И не факт, что это вообще эти цифры от этого кодового замка. Но просто это единственное, что мне сейчас на данный момент приходит в голову. По-моему, оно вот в этом коридоре, эта дверь. Вроде как. 6, 4, 2, 2. Или 2, 2, 6, 4. Или 4, 6, 2, 2. Ладно. Ай. Сбрось. 6, 4, 2, 2. 4, 6, 2, 2. 2, 2, 4, 6. 2, 2, 6, 4. И тоже нет. И как мне это искать? Ой, господи, господи. Я что-то не понимаю. Абсолютно что-то не понимаю. Наверное, надо возвращаться в кабинет. Чтобы понять, что они напридумывали. Реально, блин, беготня. Вот просто беготня. Это раздражает. Это раздражает просто неимоверно. Возможно, блин, чувак просто бешеный что-то перекрещивал эти элементы. И я вообще обращаю внимание не на то, на самом деле, на что должен был обращать. Эх, хорошо, хоть персонаж бегает. Вот это реальный плюс. И хорошо, что противников нет, потому что от них бы сейчас еще пришлось прятаться, отбиваться. Я чувствую, вообще с ума сошел. Фух, на всякий случай сейчас, наверное, сделаю скриншот этой таблицы, чтобы она у меня перед глазами была. Потому что бегать туда-сюда я не вывезу. Это реально будет напряжно. Еще раз. Ну, бери. Значит, 8-й элемент, кислород. Калий, 19-й элемент. Актиний 7 написано. То есть 8, 7, 19. Ну, можно попробовать. Ох. 8, 7, 19. Или 7, 8, 19. Или 19, 8, 7. Ладно. Пробуем эти числа. Туда, сюда, по пустому особняку. Но все-таки кто, блин, поддерживает камины и свечи зажигает? Мне это очень уж интересно. Такое ощущение, что альфы... А, стоп, у него же это автоматическая система добавления дров в камины и так далее. Но вопрос, какой у нее был запас дров, если она до сих пор работает и все это дело делает? Наверное, судя по всему, там какие-нибудь прям леса вырубили. Русские эти портреты. Тоже к чему? Хрен его знает. Так, 8, 7, 1, 9. Ну, ее и будем пробовать, а потом уже вариация. 8, 7, 1, 9. Да ладно, сработало. Ни хрена себе, с первого раза даже. Ладно, на этом, пожалуй, я буду заканчивать 3-ю серию, ребят. Огромное спасибо, что смотрели. Как всегда, на лайки не скупитесь, комментарии пишите. С удовольствием все это дело почитаю. Ну и, наверное, в 4-й серии уже полностью пройдем госпиталь и закончим игру. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда. Пока-пока.